Есть люди, которые верят в инкарнацию. Есть и те, кто не верит. Это ни на что не влияет, кроме как на жизни самих этих людей. Те, кто верит, имеют определенный резерв в прошлом и будущем. Те, кто не верит, живут первую и последнюю жизнь. Им не на что рассчитывать. Они не верят в касты и развитие сознания. Им не стать магами и не достичь бессмертия. Каждая модель мира должна быть функциональна. Она должна давать какие-то возможности. Те, кто не верит в реинкарнацию, верят в одну из двух возможностей. Существует посмертное существование, религиозная версия, и смерть является окончательной, версия атеистов. Религиозная модель позволяет праведникам надеяться на хорошее посмертное существование, не на то, что их обидчики будут наказаны. Идея окончательной смерти утешает тех, кто не считает себя заслужившим рай. Им нравится идея безнаказанности, поэтому из любой модели можно извлечь пользу. Модель реинкарнации включает в себя обе возможности. Те, кто верит в рай в своем посмертном существовании, представляют себе рай. Те, кто верит в окончательную смерть, представляют себе смерть. Сторонники идеи реинкарнации активизируют союзников и получают бессмертие. Они развивают у себя магические способности и обретают власть над миром. Идея посмертного воздаяния позволяет религиям управлять людьми. Священники внушают пастве, будто от них что-то зависит, и они могут повлиять на посмертие человека. С другой стороны, наука обслуживает интересы государства и цивилизации. Она противостоит религии и ее установкам. Поэтому у ученых в ходу две модели – окончательной смерти и реинкарнации. В настоящее время есть достаточно много свидетельств в пользу реинкарнации. Эти свидетельства можно разбить на несколько категорий. Первое. «Я верю, что был тем-то и жил там-то». Человек утверждает это и ссылается на свои воспоминания, которые невозможно проверить. Второе. «Я знаю нечто, что мог знать только человек того времени, проживающий именно в том месте». Третье. «Я знаю некие обстоятельства жизни именно этого человека». Это подтвердилось в ходе расследования. Четвертое. «Я не только знаю нюансы жизни этого человека, но и похож на него. Портретно». Минус данной темы – то, что на роль одного человека может претендовать несколько лиц, особенно если это известный деятель, портрет которого известен. Кроме того, много претендентов на роли персонажей, описанных в книгах. Как правило, претенденты указывают на лиц богатых и известных. Претендентов на какие-то заурядные воплощения совсем мало. В большинстве случаев поиски прошлых инкарнаций и воплощений своей монады идут под лозунгом «Кем бы я хотел быть в прошлой жизни?». Однако есть примеры, достаточно известные, когда человек не только опознает свои предметы из прошлой жизни, но и вспоминает конкретных людей, еще живых, а также может озвучить нюансы, которые не могут знать посторонние люди. Пример. Мальчик из США в школьных тетрадках рисовал приборную доску немецкого бомбардировщика времен Второй мировой войны, как было установлено позже. Параллельно рассказывал, вспоминал, что он был немецким летчиком, пилотом бомбардировщика, погибшим на побережье США. Впоследствии мальчик погиб в драке и был убит ножом. Это произошло в том самом месте, где позже, во время строительных работ, нашли остатки того немецкого самолета. Причем было установлено, у пилота при взрыве была оторвана нога, что и описывал мальчик как обстоятельство гибели этого немецкого пилота. Есть еще один подход к явлению реинкарнации. Это изучение воспоминаний маленьких детей. До момента формирования новой личности, возраст 3-6 лет, через ребенка говорит его прошлое воплощение. Часто дети употребляют оборот «когда я был большим». Обычно взрослые не воспринимают это серьезно и относятся как к детскому лепету. Все, что говорит дитя, воспринимается взрослыми как фантазия. Однако создание фантазии требует наличия специального аппарата, который у детей пока отсутствует. Фантазии производятся в мозгу в зоне огня, которая соответствует высокочастотной зоне аджна сахасрара чакра левого полушария. Фантазии можно описать как линейную аппроксимацию в будущее, стихия воздух, в отношении текущей ситуации, стихия огонь. То есть прогноз будущей ситуации, базирующийся на текущей. Примером такой аппроксимации работы аналитического мышления является прогноз гибели цивилизации, сделанный одним писателем XVIII века.
Он посчитал, что в 20 веке улицы городов до 3-го этажа будут завалены конским навозом. В античных утопиях строились модели прекрасного будущего, в котором все будут равны и богаты, а у самого последнего нищего будет не менее 3 рабов. Иными словами, фантазии обычно базируются на компиляции известной информации, стихия вода. Однако у детей еще нет опыта, стихия вода. Они еще ничего не знают об этом мире. У них не сформирована личность, левое полушарие, зато активно подсознание, правое полушарие. Оно содержит в себе 2 зоны стихий: низкочастотную зону Земли, Вишудха Аджна, и высокочастотную зону воздуха, Аджна Сахасрара. Зона Земли содержит в себе информацию о прошлых воплощениях. До момента формирования новой личности, момент, начиная с которого человек себя осознает, правое полушарие доминирует. Проявлением активности правого полушария может быть активность союзников прошлых воплощений. Активность союзника может быть связана с обстоятельствами смерти этой личности. Если человек доживает до конца биологического ресурса тела, то вся жизненная энергия данной личности исчерпывается. Если же человек погиб вследствие каких-то искусственных причин, то остается резерв неистраченной энергии, который обеспечивает возможность активизации данного союзника в следующем воплощении. После какой-либо войны могут рождаться дети с активными союзниками, поскольку большое количество молодых людей погибает, не дожив до окончания своего естественного срока. Вне всяких сомнений, самым сильным воспоминанием человека, погибшего на войне, будет его последний бой. Отсюда популярность у детей игр в войну. Если понаблюдать за такими играми детей, то можно много узнать об обстоятельстве гибели в предыдущей жизни. Как правило, человек оказывается привязанным к месту упокоения своего физического тела. Поэтому убитые солдаты рождаются там, где погибли. Часто это происходит на территории противника. Отсюда у детей и подростков возникает интерес к культуре врагов, с которыми воевал их народ. Воинственные викинги, наследники знаний цивилизации ванов, знали о возможности воплощения погибших воинов на территории врагов. Считая себя великими воинами и носителями особых врожденных качеств, они боялись, что возродившиеся среди врагов воины станут лидерами, способными оказать активное сопротивление набегам викингов. Отсюда похоронный ритуал, в котором тела великих воинов отправляли в Вальхаллу, мир погибших героев, на горящих лодках. Тело должно сгореть, и прах должен попасть в воду. Таким образом, душа воина должна была освободиться и вернуться домой. Пример. Мужчина, 34 года, инженер, абсолютно здоровый и адекватный, исчезал из дома в один и тот же день на протяжении десятка лет. Вечером, вернувшись домой, он ничего не помнил. Когда за ним тайно проследили, то выяснилось, что спустя какое-то время после выхода из дома человек впал в измененное состояние сознания. Находясь в нем, он начал раскручивать большую спираль, двигаясь по городу без видимой цели. Однако в какой-то момент уловил пеленг на некую внешнюю точку и далее стал двигаться осмысленно по направлению к цели. Мужчина пришел на большое мемориальное кладбище времен войны и уверенно направился к конкретному месту. Дойдя до точки на большом газоне, упал и пролежал некоторое время без сознания. Впоследствии оказалось, что это место большой братской могилы, в которой хоронили погибших солдат. Пролежав на этом месте около 20 минут, мужчина встал и пошел к выходу с кладбища. Далее уверенно двинулся к конкретной точке, дойдя до которой словно пришел в себя. После этого он пошел домой, причем совершенно не помнил о посещении кладбища. Существует феномен вундеркиндов. Так называют детей, которые в раннем возрасте обладают способностями взрослых. Читают, пишут, считают, осмысленно разговаривают. То есть демонстрируют качества, которыми обладает нормальный взрослый человек. Притом у большинства таких детей эти качества с возрастом исчезают. Это можно объяснить формированием новой личности на базе левого полушария. После возникновения новой личности доминирование правого полушария прекращается, и активность союзников подавляется. Есть примеры парадоксального поведения людей в области сексуальных отношений. С точки зрения организма секс предназначен только для рождения детей.
Сексуальное поведение животных, к которым относится и тело человека, направлено на рождение детей и продолжение рода. У животных нет бессмертной и перерождающейся монады, а их сексуальность обусловливается половыми органами. У людей присутствует подсознание, которое может влиять на сексуальное поведение. Так можно представить мужчину с активным союзником женщиной или, наоборот, женщину с активным союзником мужчиной. При этом союзник присутствует изначально в течение всего периода формирования личности. Под влиянием союзника вполне может сформироваться личность, которая не соответствует биологическому полу. Существует либидо как комплекс поведенческих программ, связанных с реализацией сексуального поведения. Он связан с сознанием и формируется в течение жизни. На формирование этого комплекса влияют родители, друзья, воспитатели. Однако влияние союзников изначально формирует сексуальный профиль сознания ребенка. В итоге при союзнике противоположного пола у ребенка формируется неправильное сексуальное поведение. Причиной неудач в личной жизни может быть неправильно сформированный сексуальный профиль. То есть союзники могут активно влиять на жизнь человека. В некоторых случаях союзник может быть недоволен сформированной новой личностью, в таком случае он может попытаться от нее отделаться. На практике это выливается в бессознательные попытки к суициду. Если личность ослабит внимание и контроль за поведением, то союзник может перехватить управление телом и совершить попытку суицида. Возможны и обратные случаи, когда союзник работает в качестве ангела-хранителя. Если сознание, у которого нет явного алгоритма поведения, испытает сильный стресс и потеряет контроль над телом, то союзник может перехватить контроль и спасти жизнь личности. Такое поведение называется аффективным. Личность не может объяснить это поведение какими-то рациональными мотивами, поскольку в этот момент не контролировала тело. С другой стороны, частота, скорость вишудха-чакры меньше, чем частота аджна-чакры. Сознание базируется на работе левого полушария вишудха-чакры, а подсознание на работе правого аджна-чакры. Поэтому скорость работы подсознания выше, чем скорость работы сознания. В состоянии аффекта человек наблюдает замедление процессов, происходящих во внешнем мире. На деле же просто его сознание ускоряется. Работа в правополушарном режиме. Пример. Люди, участвовавшие в военных действиях, дают описание наподобие «я увидел, как летит пуля, осколок снаряда, и отодвинулся в сторону». Или «я почувствовал опасность, вышел из землянки, и тут в нее попал снаряд». Есть описания от летчиков, у которых в аварийной ситуации включалось правополушарное сознание. Они ускорялись и успевали совершить ряд действий, позволивших им спастись. Есть случаи ускоренного старения организма, которые связаны с длительной работой сознания в правополушарном режиме. Есть защитные заклинания, направленные на создание ангела-хранителя для данного человека. Они активизируют правополушарное сознание. Если у этого человека есть союзник, активное прошлое воплощение, то его можно запрограммировать на охрану данной личности, убедить, защищать. Возможно, дети с активным подсознанием находятся под действием таких охранных заклинаний, поставленных в прошлом.